Привет, меня зовут Тимур Шантыз. В этом видео я отвечу на вопрос, как же все-таки добавить более 5 песен в маску Инстаграме в Spark Air. Это самый частый вопрос был под последним моим видео, вы можете перейти по нему вот по этой ссылке. Что ж, я не буду тянуть, сразу приступлю к ответу. Поехали. Для начала даже нам не Spark Air Studio понадобится. Нам нужно подготовить для начала вообще музыкальные композиции, которые мы будем использовать. Я их подготовил заранее, вот они. Вот в этом видео я рассказывал уже, как конвертировать с MP3 файла в M4A. Я их заранее вот конвертировал и вот сюда вот перебросил уже в эту папку. Мне остается их просто подгрузить в Spark Air теперь. Вот так вот просто перетащу. Так, видим, что какую-то ошибку пишет в 5-м. Так, я вижу, что не все подгрузились, почему-то раз. Да, у меня тут 2 композиции не подгрузилось, но ничего страшного. Получается, вместо 10 будет 8. Это все равно больше 5. Нас интересует именно, чтобы больше 5 было композиций в одной маске. Этого достаточно. Мы можем проверить, воспроизводятся ли они. Да, они все воспроизводятся. Отлично. Так, вся магия будет сейчас в Patch Editor происходить, поэтому переходим в него. Создадим Screen Tab, то есть мы будем переключать песни по нажатию на экран. Далее мы создаем Counter. Дальше мы создаем Option Sender. В значение Option Center мы выставляем boolean и ставим галочку возле value. Соединяем вот таким вот образом. Есть. Что мы теперь должны сделать? Раньше я показывал, как через Audio Playback Controller вообще подгружать аудиодорожки. Сейчас немного по-другому. Я нашел немного другое решение. И сделаем немного по-другому. Смотрите, мы здесь создадим, правой кнопкой нажимаем, вкладка аудио, аудиоплеер. Вот, вывели. Дальше мы сюда перетаскиваем аудиофайл первый, вот, и соединяем его с аудиоклипом, вот так вот. Дальше нам нужно в контроллер вывести еще одно значение. Создадим в вкладке аудио, листаем самый низ, Single Clip Controller. Вот. Там уже есть, мы видим кнопки Play, Stop и Loop. Все, что нам нужно. Теперь мы соединяем первый выход Option Center, это Output 0, с Play. Видим, что создалось у нас пульс создался. Немножко давайте растянем все. И контроллер вот так вот соединяем. Нам остается лишь аудио выход соединить со спикером. Создадим в этот Object, переходим, листаем вниз, создаем спикер. В значении спикера видим вот это значение аудио. Нажимаем на стрелочку, вводим в Patch Editor и соединяем. У нас автоматически аудио начало воспроизводиться, первая дорожка. Паузу нажму. Смотрите, что еще я сделаю. В том случае, когда пульс не будет подаваться, да, вот сюда вот с output 0, я сделал так, чтобы музыка останавливалась. То есть вот здесь вот в пульс off мы тянем на стоп. Еще раз повторюсь, когда у нас будет отсутствовать пульс в output 0, у нас сигнал подастся на стоп этой аудиодорожки. Теперь для удобства мы выделим вот так вот, таким вот образом, блоки и группируем, чтобы они просто место не занимали нам. Вот таким вот образом. Нам понадобится лишь несколько раз скопировать это все. Мы выделяем эту группу, копировать, вставить, нажимаю Ctrl-C, Ctrl-V, если кто не знает. Кстати, при копировании сейчас у меня
спикер еще копировался почему-то, но это еще к лучшему, потому что нам тут 8 песен, 8 спикеров понадобится. Соединяем теперь вот таким вот образом. Output 1 соединяем вот здесь вот в нижнее значение. Сюда мы переносим вторую аудиокомпозицию. Соединяем на верхнее значение. И аудио выводим уже на следующий спикер. Вот видим, спикер 1 выделяем и его значение аудио выносим в Patch Editor и соединяем. Так, давайте сразу проверим, как все работает. Здесь я пока поставлю значение 2 в каунтере, чтобы у нас между двумя только переключалось. И нажму Play. Видим, первая аудиодорожка воспроизводится. Так, вот здесь вот, если я выберу Simulate Touch, симулирую касание экрана, нажимаю на вот этот экран, и мы переключились во вторую дорожку. Вот она. Сигнал подался на Output 1, и воспроизводится вторая аудиокомпозиция. Первая остановилась. Если еще раз нажать, мы снова переключаемся на первую аудиодорожку. И заметьте, у нас она начинается с самого начала. То есть она автоматически сбрасывается с самого начала. Нам тут reset и не нужно вводить. Стоп. Видим, если мы можем уже с двумя переключаться, да, все работает, все воспроизводится правильно, значит можем спокойно копировать дальше все и добавлять остальные. Копирую группу эту и соединяем таким же образом. Аудиодорожка 3, спикер 2. Все соединяем аналогичным образом. Копировать, ставить в нижний, 4-я аудиодорожка. Так, спикер 3 есть, и последний еще. Так, у нас 5-й композиции нету, у нас есть 6-я, по-моему. Вот ее выносим. Соединяем сверху, а это снизу. Спикер 4 тоже выводим сюда. Есть. Что у нас получилось? У нас вот 5 выходов в Option Center, и все 5 будут сейчас работать. Единственное, здесь значение в counter тоже нужно 5 установить. Давайте еще раз проверим. Play нажимаю. Нажимаю на экран нашего импровизированного телефона, и мы переключаемся на следующую композицию. Еще раз нажимаю, переключаемся, еще раз переключаемся, еще раз. Видим, что у нас постоянно переключение идет. То есть, если еще раз нажать, то мы переключаемся снова на первую. В этом видео я должен был ответить на вопрос, как сделать более 5 песен, как добавить больше 5 песен, и чтобы их можно было переключать по порядку. Для этого нам понадобится вот что. Мы, во-первых, еще один Option Center создаем. Вот так вот. Еще один создаем, тоже boolean значение ставим, value галочку ставим. Нам нужно сделать так, чтобы вот у нас по порядку вот так вот выходы переключались, и после Output 4 у нас переключалось на Output 0 в Option Center 2. И тоже по порядку переключались, и после Output 4 переключались вот сюда снова. Для этого вот что мы сделаем. Мы добавим сюда еще add значение и соединим вот таким вот образом. В значении maximum count мы выставим значение 8, так как у нас 8 композиций будет всего. Смотрите, что вот это add вообще означает. Если мы нажимаем на экран, мы видим, что вот здесь вот значение в Option Center, причем в обеих одинаковые цифры,
переключаются цифры от 0, 0, теперь единица, теперь 2, теперь 3. Видим, да? По порядку переключаются 4. Видим, что 4 соответствует output 4 значению. То есть, если мы еще раз нажмем, здесь появится цифра 5, но в первом Option Sender уже нету output 5, поэтому выход отсюда уже не идет никуда. Но он может пойти вот сюда, на второй, но для этого нам нужно здесь выставить значение минус 5. То есть, от каунта сейчас вышла цифра 5, она пошла вот сюда вот, зашла в add. В add она к нему прибавилась минус 5, то есть к 5 прибавилось минус 5. 5 минус 5 получается 0. То есть из add уже выходит значение 0. А 0 соответствует output 0. И вот он сереньким загорелся. Если еще раз нажмем, мы видим, что переключился на output 1 здесь. Потому что от каунта у нас идет сейчас сигнал 6. Шестерка заходит в add. 6 минус 5 равняется единице. Вот она сюда попадает единица, а единица соответствует output 1. Таким вот образом, задействуя вот это значение add, мы подключили второй Option Sender, и теперь у нас дополнительно 5 кнопок появилось. Но я здесь изначально выставил 8 значений, поэтому у нас здесь только первые 3 будут задействованы, а вот эти не будут работать, последние 2. Вот еще раз нажму на экран, output 2, и при следующем нажатии мы переключимся в первый Option Sender в output 0. Смотрим. Вот, переключились. Я надеюсь, вы поняли, что я сейчас сделал. Таким же образом мы можем создавать еще больше, вообще неограниченное количество таких теперь Option Center'ов, выходов и вообще переключений между объектами. Например, можем вот это все скопировать, вставить. Можем вот так вот соединить. И здесь просто мы ставим значение теперь в следующем add минус 10. А здесь можем, например, 15 выставить. То есть у нас в общей сложности сейчас, например, 15 выходов. По 5 в каждом Option Sender. Если я буду нажимать вот на экран, мы видим, что сейчас переключаемся в первом Option Sender, потом мы переходим уже в следующий, во второй, переключаем, и вот уже перешли в третий. А потом снова возвращаемся к первому. Таким вот образом можем постоянно добавлять и добавлять, сколько нам нужно. Давайте мы теперь удалим вот эти последние значения. Выставим, как и было, 8 здесь. Так, нам остается только 3 еще композиции музыкальных добавить. Давайте скопируем вот это. Соединим. Так, а на какой аудиодорожке мы остановились? 8. Вот здесь поближе их поставлю, чтобы удобнее было. Спикер тоже выносим следующий. Есть. Копируем опять. Соединяем это снизу. 9 аудио. Соединяем сюда. От спикера выводим значение аудио тоже вот. Есть. И все. Сейчас последнюю тоже соединяем. 10 аудиодорожка. Спикер 7 выводим сюда. Соединяем. Здесь у нас лишний один спикер создался, вот 8. Мы его просто удаляем. Так, как-то вот так это у меня выглядит сейчас. Но самое главное, чтобы оно сейчас все работало, да? Нажимаем play и проверяем. Видим, что галочка здесь стоит. Input пошел на первое аудио. Нажимаем на экран. Переключились на вторую композицию. Еще раз нажимаю на третью, четвертую, пятую. И внимание,
Еще раз нажимаю. Переключились уже вот сюда вниз, пошел сигнал на 6-ю композицию. Еще раз нажимаю, вниз сигнал пошел, на 7-ю композицию переключились и на 8-ю. И соответственно сейчас я нажимаю еще раз, и мы переключаемся снова на 1-ю. Заметьте, еще раз поправлюсь, что аудиодорожки при переключении на них начинают воспроизводиться с самого начала. Мы можем еще, кстати, там выставить луп значение. Например, когда пульс будет подаваться, вот луп можем выставить, и тогда аудиодорожки будут еще циклично воспроизводиться. Ну, в данном случае я это убрал, не воспользовался этим. Как видим, тут даже аудио плейбэк контроллеры не понадобились. Заметьте, что таким же образом можно не только аудиодорожки использовать, переключение аудиодорожек, но и переключение между объектами. Например, тут вместо аудио могут быть выведены visible этих объектов. В общем, это можно использовать и в других случаях. Главный смысл в том, чтобы создать переключение между какими-то значениями, и чтобы это переключение более 5 раз можно было переключать. Я надеюсь, я смог ответить на ваш вопрос. Ставь лайк, подписывайся, если тебе было полезно это видео. Подписывайся на мой инстаграм, если тебе интересна вообще тема масок, и я там могу отвечать тоже на вопросы. Также пишите ваши вопросы в комментариях, я буду на них всех отвечать. У меня уже голос сел, потому что я 3-й раз перезаписываю это видео. Спасибо, что досмотрел до конца, и увидимся в следующих видео. Пока.